Вот такие сидухи. Короче, как новые. Кожа. Единственное, потолок он провис. Короче, бардачки. Климат трехзонный. Сидухи все целые, ну реальный пробег. По наружнему состоянию много всяких потертостей, притертостей. Но здесь так ездят, это нормально. Вот родной руль. Не потертый. Еще отмывать и отмывать. Целое все практически. Сиденье. Потолок я перетянул. В общем, как получилось, так получилось. Трехзонный климат-контроль, электродвери. Сейчас покажу, что тут с сиденьями. Расстояние здесь 2,70. Вот здесь между дверями 1,70 м, а здесь 1,20 м вроде как. Но очень много места. И сиденье у нас здесь спрятано. Сейчас разложу, покажу, что получится. Снял я потолок. Вот такие вот элементы шумоподавления на нем. И, в общем, решил его переклеить, перетянуть. По безопасности все целое. Шторки во всю длину кузова. В общем, сильно не битая. Была немного сделана заводская виброизоляция. Ну и чуть-чуть решил добавить. Пол крыши закатал. Сейчас еще эту половинку. Так, ну в общем, виброизоляцией заклеил, сверху шумоизоляцией. И вроде как потолок готов. Завтра буду ставить то, что получилось. Потолок, покрытие, эта ткань сделана на поролоновой основе, ну и как на немецких машинах, она от времени отстает от материала и просто отваливается. Конечно, огромный потолок, пришлось его подготавливать для поклейки. Не просто, очень долго все это дело удалил, старые эти остатки. Ну и использовал 2 литра клея. Пропитал эту сначала поверхность, ну и потом приклеил новый материал. Материал выбрал такой же, прям как оригинальный, тоже на такой же основе. Ну, там прорезал отверстия под все эти ремни и прочее. Ну, в общем, как получилось. В общем, вот так получился потолок. Местами поотклеивался. Ну, клей, короче, оказался не очень хороший, но другого не нашел. Вот еще мне надо потонировать, ретонировать окна и соберу остальное все. В общем, получается такие сиденья. Двигаются вперед-назад. Спинки тоже кладутся почти полностью. Вот такие подлокотники. И тут еще подстаканники. Так что очень удобно. И места для ног более чем достаточно. И также третий ряд остается. Если сложенный, то багажник здесь просто огромный. Также здесь остается ниша вот такая огромная. 2 чемодана поместится. Вот так достаем сиденье. И все. Здесь получается багажник еще больше. И сидений много. Чтобы зайти назад, можно вот так откинуть сиденье и пройти, а можно просто сесть на него и пересесть назад. Задние спинки тоже регулируются.
что кладутся далеко. Вот. Сейчас. Получается, здесь тоже расстояние до ног очень большое. Вот так вот кладутся спинки. Там еще багажник огромный. Здесь электрофорточки открываются, эти окна не открываются. А тут есть свой климат-контроль, бардачки. Телевизора нету, да, но его обычно никто не смотрит. Вот так вот получилось у меня поклеить потолок, но клей подвел немножко. Ничего страшного. Здесь 3 места сзади, 3 ремня, сиденья все целые. Состояние хорошее. Вот я сижу на 3-м ряду. И здесь у меня еще места много. Но втроем туда не знаю. Не очень, наверное, будет. Но вдвоем просто шикарно сидеть. И по высоте места хватает. И здесь очень широкий подлокотник. Даже можно покурить. 100 тысяч пробег всего, это практически обкатка для этого двигателя, поэтому коробка тоже 4-ступенчатый автомат, тоже ресурс большой. Ну и перемещаться по салону можно, не выходя из машины, очень удобно. Бардачок этот тоже снимается легко, там одна кнопка, и можно также попасть за руль. Ну, на 2-м ряду, конечно, еще круче место. Здесь тоже пепельница есть. Единственное, нету ручек вот этих вот здесь, но они на сиденье выполнены. Вот. Непривычно без ручек. Но зато есть вешалка и воздух. Без воздуха никак. Вот такая крышка клапанов, никакого нагара, ничего. Сейчас вот оригинальная прокладочка, одна и вторая поставлю, и все. Эта крышка легко снимается. Здесь вот несколько болтиков и вот такое состояние двигателя. Еще раз подтверждает то, что пробег около 100 тысяч. Ну, вторую крышку чуть сложнее поменять, но тоже недолго. Вот так вот в багажник влазит поддон деревянный, чтобы возить, точить железячки.